Это, наверное, самая классная и крутая система именно полноценного планшетного андроида для автомобилей, основанная на CarPlay и на Android Auto, которая построена на хорошем Qualcomm процессоре, с хорошей интеграцией, наконец-то без навигации вот этого колечка, а с нормально работающей навигацией, с двойным экраном, с разделением экрана можно выбрать любых два приложения, у тебя будет двойной экран. Все это сделано очень-очень круто. Управление музыкой, которую ты используешь здесь, погода и очень много интересных вещей, включая беспроводной CarPlay Android Auto, включая Netflix. Мало того, здесь даже немного устойчивый к рэбам, навигация немного устойчивая и полноценный Google с полноценными различными фишками, которых нет у других устройств такого типа. И это устройство у нас AutoCast P30 Pro Auto iBox. А вот где он у меня спрятан в моей машине. Пожалуйста, включен через интерфейс USB моей машины. Конечно же, для его использования необходимо полноценно иметь либо CarPlay, либо Android Auto проводной. И он вам делает огромное количество разных интерфейсов. Поэтому давайте так. Вы сейчас пока подпишитесь, нажмете колокольчик, а мы перейдем, распакуем, посмотрим на страничке продавца, чего они заявляются, вообще о его возможностях, а потом вернемся, потестируем, и я вам покажу его действительно возможности, потому что у него есть не только это, у него есть даже дополнительно HDMI-чик, где вы можете, смотрите, а ну покажи, лисичка, где вы можете подключить сюда дополнительный мониторчик. Вот это вот очень-очень-очень круто. Поэтому все, переходим, давайте так, подписались, переходим и все, и потом тестируем. Технозон. AutoCast Auto iBox AI-Box P3 Pro. Ну вот новиночка такая, вот видите, здесь у нас указано прям мультиокна. Ой-ой-ой, как красиво, а? Давайте посмотрим, что у нас. Искусственный интеллект ассистент, у нас AI Customer Service, о господи, облачная SIM, беспроводной CarPlay Android Auto, Android 13. Да ладно, столько всего тут нам... Как вот это вот снимать? О, спасибо. Так. Коробочка. Слушай, кстати, вот он прям выглядит. Вот он прям выглядит, я вам говорю. Смотрите, сразу мы видим CarPlay Android Auto переключение. Видите, физически есть диффузоры охлаждения. Сверху у нас пленка, которую надо сразу снимать, потому что греться будет он с этой пленкой, как не знаю кто. Смотрите, какой красивый, а? Ты видел? Прям вообще. Теперь здесь у нас есть разъем TF-карт и для симки. Отличительная черта HDMI output. То есть, да ладно, здесь можно HDMI-чик подключать. Дополнительный экран. Вот это, кстати, вот это очень прикольная вещь. Дополнительный экран. Хорошо. Что у нас в комплекте? Да, тут, конечно, нам понавыдавали всего так. Кстати, кабели похожи на югриновские. А где у нас мини-HDMI? Вот хорошо, HDMI out. Это должен быть мини-HDMI. То есть сюда это необыкновенный HDMI. Вот за то, что нет переходника с мини-HDMI, вот это минус. Потому что нам его еще надо будет где-то найти. Для того, чтобы протестировать, как работает наш AutoCast. Тут знаете, что самое интересное? Вот они показывают, как подключить. Если есть проблемы с питанием из бортовой сети, которая обеспечивает Android Auto либо CarPlay, то здесь показано, как включить дополнительно еще питание с помощью зарядника 12 вольт. То есть есть такое дело. Ну ладно, посмотрим. Слушайте, думаю, что надо... Давайте, надо переходить и тестировать. Ну, юзер-мануалы. Тут прям много всего разрисовали. Все красиво. Для чего, кстати, второй экран? Ладно, с этим всем сейчас будем разбираться на тестах. Переходим. Auto iBox P3 Pro. CarPlay iBox, опять же. Но на фирменном сайте для Европы он стоит $249. Это для Америки, для Европы он стоит примерно столько же. Если выбрать, допустим, ну давайте куда-нибудь на Польшу, вот куда мы там выбирали. В евро на Германию посмотрю. 214 евро. Для Украины в долларах тоже будет 249. Есть у нас такой же на Алиэкспрессе. Продается и с пультом, и без пульта. И, допустим, там различные моменты. Но
с HDMI, да, с кабелем HDMI еще дополнительно, потому что у него, что вы видели, есть HDMI выход дополнительный. Ну, будем смотреть на фирменном сайте, ссылки все разместил в описании под видео, и на фирменный сайт, и на AliExpress, на промокоды, все там в описании под видео. Смотрите, о чем идет речь. Тут есть не только своя Otto OS, которую они представили 3.0, и она является полноценным, по сути, Android планшетным устройством. Здесь есть еще и беспроводной Android Auto и CarPlay. Есть AI Voice ассистент, но который работает, к сожалению, на английском языке от Otto Drive OS 3.0 на Android 13. Есть облачная SIM, HDMI out, ну и обновление по воздуху. Все это красиво действительно разрисовано, красиво расписано, и беспроводной CarPlay Android Auto, я вам сейчас покажу, он действительно работает. А вот Otto Drive OS меня просто очаровало, потому что, допустим, я делал обзор на разные устройства, и Otto Drive OS действительно, вот она занимает отдельную нишу. Смотрите, мультизадачность, можно 2 окошка делать. Теперь у нас можно даже, как они говорят, стримить, но я вам скажу, в машине это такое себе дело. Ну и, конечно, они показывают, что есть вот дополнительный экран через HDMI, да, включили там что-то тоже стримить назад. Плюс у нас можно купить подписку для этого встроенного Cloud SIM и очень легкая установка. А все это дело построено на Qualcomm. Qualcomm 680. Сейчас мы еще на Али посмотрим, там обычно это пишут. Смотрите, здесь очень красиво расписали. Ну, Snapdragon 6225, это 860, по-моему. Сейчас посмотрим. Есть у нас 8 на 128. Это вот, знаете, это когда он вообще не тормозит. То есть обычно такие вот автомобильные устройства подвержены каким-то глюкам в том плане, что ставят слабые процы. Я даже видел на Allwinner, что не очень хорошо. Теперь давайте посмотрим здесь более детально. Обычно на лишке это пишут все более детально. Давайте раскинем HDMI output. Опять не пишут, какой процессор. Сейчас пойдем AIDU 64 запустим. Нам-то что? Мы-то это все... Здесь все то же самое. Вот все то же самое вот расписали. Я думал, что что-то мы получим дополнительное, но нет. Ссылки в описании под видео. Пошли лучше посмотрим сами. Ну, вы все поняли, да? Теперь пойдем по основному функционалу. Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что в устройствах такого типа обычно для навигации используется колечко, которое перетаскивается кнопки назад, домик. Здесь есть кнопка назад уже встроенная, есть кнопка меню, есть кнопка домик. Есть, конечно же, AI-ассистенты. Какая погода в Запорожье на сегодня? Сегодня в Запорожье, Украина, ожидается пасмурная Вот, погода. пожалуйста, у нас есть AI-ассистент, и сюда он подключен к нейросетям, и ты спокойно можешь использовать. Там, например, расскажи мне, пожалуйста, анекдот про повара. Повар зашел в бар и сказал: «Я сегодня суп». Бармен ответил: «Извините, мы не подаем первые блюда за стойкой». Анекдот, конечно, так себе, но ладно, ты молодец, спасибо. Спасибо за теплые слова, рад помочь. Если понадобится шутка, информация или поддержка, всегда... То есть вы поняли. И ассистент это огромный плюс. Теперь давайте посмотрим. Первый у нас есть раздел навигации, есть погода. Погоду он правильно задетектил. И есть YouTube Music. В данном случае здесь будет управление музыкой, которая играла последняя. Это имеется в виду, что, например, если вы будете использовать обыкновенный Apple Music, допустим, либо, допустим, какой-нибудь прикол, то он последним поставит именно туда. Есть полная поддержка Google сервисов. Вы можете выйти в родную систему вашего автомобиля. И тут даже по-другому, если мы войдем в карту, он откроет, видите, изначально карты наши. Когда мы нажимаем на навигацию, у нас открываются Google карты. Google карты работают отлично, здесь показывают, где я нахожусь. И вот по GPS здесь отдельный вопрос. Вы сейчас видите вставочку видосик, где я еду, и мой Google Pixel 10 работали рэбы, да, при определенных условиях и обстоятельствах. И мой Google Pixel 10 отключился, а вот этот вот AutoCast работал. При этом не работал ни OnePlus мой, ни Google Pixel 8, работал только AutoCast. Он не от всех рэбов помогает, но чувствительность GPS у него действительно на высоте. То есть мы можем с вами проложить маршрут, например, давайте проложим там в Кривой Рог маршрут, и все это отлично. При том, что вы можете в данном моменте, то есть вы поставили маршрутизацию, все у вас классно, навигация, все хорошо. При этом вы можете сделать, например, мультисистему, да, мультиокошко. Выберем, например, тот же самый YouTube. Давайте YouTube.
И, например, хотя здесь, наверное, знаете, как сначала выбирается окошко А потом окошко Б. YouTube и Waze. Потому что мы можем и через Waze делать с вами навигацию, и у нас может быть даже еще сверху навигация нашего Гугла, например. Смотрите. То есть это все настолько прикольно работать вообще. Тот же самый Waze у нас работает. Работает Google карты. У нас может работать вот сам по себе YouTube. Давайте мы включим там мой видосик, да, какой-то. Сделаем тише, чтобы не было, ничего не мешало. И можем ехать, навигацию делать и смотреть YouTube. Можем менять даже соотношение площадей, да. Мы можем сделать вот так вот. Здесь вообще поставить здесь TikTok. Он будет там проклацывать, да, а здесь там карта. Например, это, конечно, такой себе пример очень-очень сомнительный, но сам факт того, что это работает. Если нажмем на карты, на навигацию, то опять вернемся в наши карты. И наш маршрут на месте, он тоже задан. То есть по картам, по GPS вообще просто-напросто отлично. Тут вопросов нет. На какой платформе построен? Давайте покажу вам платформу. У нас есть AIDA 64, где мы смотрим с вами систему. Это Qualcomm Qualcomm Auto iBox P3 Pro, Bengal, 8 гигабайт памяти на 128 хранилища, Bluetooth 5.1. Очень важно, потому что может реализовать мультиконнект. Давайте зайдем в ЦП, смотрим 4, это 680, 4 GSM 66225, 4 ядра Creo 265, это энергоэффективный, 4 ядра Cortex A73 по 2,4 ГГц, 6-нанометровый, 64 бит. Это прям очень мощно для такого типа устройств. За отображение отвечает у нас Adreno 610, подстраивается, ну здесь 800 на 480. Он может работать практически с любым разрешением, потому что это не Android Auto чистый, не CarPlay чистый, а именно адаптивная система. Android у нас здесь стоит 13 тирамису на IP33, и все как бы очень даже чинно-благородно. Давайте выходим. У нас есть фокус драйвинг. Классная тема, просто часики, просто едете и такой фокус драйв, отлично. Я сюда, знаете, что делаю? Это прям отличная тема. Я могу, допустим, подключив OBD адаптер, я могу кар-сканером прям в нем делать диагностику своего автомобиля. То есть мне не надо смартфон, мне не надо планшет. Вы подключили OBD адаптер, выбрали кар-сканер, вы видите ошибки вашего автомобиля, есть ошибки, нет ошибок. Это охренительное дело. Вы можете просматривать сервисы по типу YouTube и Netflix. Я здесь смотрел Netflix. Давайте я вам сейчас покажу. Потом дойдем до основных фишек, потому что это еще не основные фишки. Заходим в Netflix. Та-дам, мой аккаунт. И все работает. Давайте включим какую-то игру. Давайте Линкольн для адвоката. И посмотрим. Какой-нибудь включим сейчас. Звук работает. Кстати, звук нормально выводится напрямую, и на моей акустике вот Revel Ultima, когда я прослушиваю музыку хорошего качества, достаточно неплохо это все дело отрабатывает. Конечно, для Revel Ultima лучше играть с флешки, какие-нибудь высокобитрейтные файлы. Что у нас тут еще есть? Кроме того, что здесь есть, допустим, телефон Bluetooth, это просто соединение с вашим смартфоном. Я могу, например, позвонить маме своей. То есть прям это будет звонок прямо из моего смартфона. Соединение у нас идет через Bluetooth прямо на машину. Да, сынок. Мамуль, привет. Привет. Снимаю обзор. Скажи мне, пожалуйста, ты меня хорошо сейчас слышишь? Шумы меня волнуют. Отлично. Отлично слышишь. Отлично. Я тебя тоже отлично слышу. Спасибо тебе огромное. Давай, хорошего дня. Давай. Спасибо тебе. Давай. То есть по факту ваш смартфон соединен с машиной, и вы разговариваете нативно через систему самого автомобиля. При том, что вы через Bluetooth можете воспроизводить напрямую музыку со своего устройства. То есть, например, мы включаем музыку отсюда. Музыка есть, все хорошо. Она также переключается, управляется, вот, пожалуйста, вот она, пожалуйста, переключается. При том, что совместимость этой штуки, показывай, она работает, видишь, широкий угол видно, да, и то, и то. То есть у нас переключается, видите, мелодии туда-обратно и регулируется громкость самого автомобиля. Если я включаю здесь, допустим, голосовой ассистент, у нас включается ИИшный голосовой ассистент. Все, давайте выключим его. То есть у нас AI-ассистент включается с кнопки, все отлично работает. При том, что управление, допустим, музыкой будет происходить также и в YouTube Music, то есть вне зависимости от какого приложения. То есть если мы сейчас включим там воспроизведение, давай покажем. То есть у нас включается
включается следующее, включается следующее, включается следующее. Неважно, в каком месте приложения вы находитесь. Смотрите, насколько это все быстро работает. То есть действительно нет ни тормозов, ни лагов. Я установил здесь. Здесь, кстати, смотрите, это то, что я использую постоянно. То есть Gmail, есть, пожалуйста, моя почта. Я полностью могу здесь контролировать свою почту. Я могу устанавливать, допустим, тех же самых мессенджеров каких-то. Ну и, конечно же, TikTok. Кто любит TikTok смотреть, классная тема. Ну вот, пожалуйста, при этом он показывает в таком интересном формате. Смотрите, как переключается TikTok. То есть раз, два, три. Вы видели? Вы это видели? Ну, правда, видите, какая ситуация. Он вытягивает изображение и в планшетном режиме показывает. Ну, есть как есть. TikTok, он такой TikTok. Но есть один интересный такой лайфхак. Вы можете поставить, например, карты и TikTok, и у вас будет TikTok вот в таком формате. Поняли? При том, что вы можете взаимодействовать. Тут поставить маршрут, а здесь взаимодействовать с TikTok. Поняли? То есть у вас полное независимое управление тачем на двух отдельных приложениях. Круть. Согласитесь? Это действительно классно. Теперь доходим до основных фишек. Кроме того, ну, у нас здесь Spotify есть, Хайнан, это все мелочи жизни. У нас есть мультиплей. Самого телефона отдельного для моей сим-карты, которая здесь для интернета, ее нет. И сим-карта здесь установлена конкретно, она работает как 4G интерфейс. Давайте, вот я сейчас обыкновенный спид-тест загружу. Вот он, спид-тест by Ookla. Так, открываем спид-тест, просто протестируем обыкновенно. Он может подключаться к Wi-Fi. Например, если у вас есть Wi-Fi в машине, либо вы возле офиса где-то подцепились к Wi-Fi, он будет работать. Давайте разрешить в любом виде и запустим наш тест сети. Я вам расскажу, но дело в том, что я сейчас нахожусь в Запорожье. 4G может работать не так красиво, как хотелось бы, но сам факт того, что он работает. Ну, это ограничение моего. Я когда был в Кишиневе в командировке, у меня до 100 мегабит спокойно тягался здесь, тягала скорость. Это очень удобно. Можем подождать. Ну, сейчас 32, это вполне нормальная скорость, я вам скажу. Можно посмотреть и видео, и аудио послушать, и все что угодно. На 32 мегабитах, пожалуйста, при таком разрешении экрана вы спокойно можете нормально работать. И 32 на 500, на 15,7. Это не эталонный показатель, скажем так. А вот теперь основные фишки. Мультиплей. Поддерживает беспроводной CarPlay и беспроводное Android Auto. Настолько очень классно поддерживает, что вам достаточно подключиться к AutoCast, именно к Auto iBox P3, и у меня полноценный беспроводной Android Auto и CarPlay. Проигрывается музыка сейчас. Теперь можно прямо отсюда звонить, и будет то же самое, оно будет звониться опять же с устройства, как и с того устройства. Но есть одно но, что в беспроводном CarPlay у нас не работает переключение кнопок, потому что беспроводной CarPlay реализуется через режим эмуляции. Это я должен сказать. Но у вас все управляется через сенсорную панель вашего смартфона, вернее вашего экрана, вообще идеально работающий. Просто я проехал на нем 700 или 800 километров, ни одного обрыва беспроводного CarPlay не было, беспроводной Android Auto в том числе. И тут уже идет какое взаимодействие. Смотрите, беспроводной вы выходите в основную систему и можете выйти в систему, допустим, самого автомобиля. У вас двойная система получается. С того, что здесь еще хочется отметить, полноценно работающий YouTube, самый полноценный. Вы просто-напросто включаете, например, давайте наши... Он тягает 4К геоплейсы, вот где-то здесь есть Дикая река, вот Дикая река 4К геоплейсы, наш ролик, который мы снимали. И смотрите, мы включаем, все, у нас есть ютубчик, прелестно, все гоняет. Можете смотреть YouTube, качество он вытягивает до 1080p 60 Гц, вот переключилась. При том, что, например, вы сейчас видите вставочку, да, вот моя дочь сидит рядом, у нее рядом портативный монитор, который подключен через HDMI, и он тоже спокойно может воспроизводить дополнительно видео на дополнительный монитор, который можно, например, расположить сзади на подголовниках, да, подвесить портативный монитор, и туда выводить у вас будет доп. Монитор, дополнительный, полноценный дополнительный HDMI с отдельным выходом. Это прям вообще топ-функция для таких вот
для таких девайсов. Давайте заглянем еще в настроечки перед тем, как делать выводы. Очень классная тема, потому что у нас есть персонализация, при этом полная. У нас, кроме вот этой панели, да, у нас есть показывает напоминание о безопасности при запуске, режим приложения запуска приставьте, мы можем режим последней памяти или режим указания приложения. Мы можем выбрать приложение, которое должно запуститься, либо последнее приложение, которое было. Режим отображения приложений, закрепленные либо недавние приложения. Вот видите, сюда будет выводиться в этой панельке. Закрепленные либо недавние. Ну, давайте я недавние поставлю. Всегда скрывать панель навигации при входе в приложение. То есть это вот эта панель навигации будет скрываться. И свайп для открытия боковой панели, например. Видите, у нас есть боковая панелька. Теперь у нас есть свайп для нижней панели. То есть и всегда скрывать панель. Смотрите, нам надо, свайпнули снизу. То есть, грубо говоря, у нас либо так, либо боковая, либо нижняя панель. Это прям вот, прям топовые какие-то моменты. Режим голосовой навигации, смешивания выключить, это просто как будет воспроизводить. Теперь настройки GPS, либо автомобильный GPS. Он может брать GPS с автомобиля. Например, в этом автомобиле есть свой GPS. Встроенный. Это Линкольн, здесь GPS и есть. Показывать музыкальную карточку в навигации, это все мелочи. Воспроизведение видео запрещено во время движения. Это очень правильная штука, которая позволяет нам обеспечить безопасность. Если ваша жена настолько не понимает, это пример, извините, настолько не понимает, что нельзя ездить и смотреть видео, то эта штука как раз избавляет вас от этой головной боли. Теперь выбор голосового помощника. Ну, у нас Hey Nano стоит, длительная кнопка «Домой», быстрое переключение CarPlay, Android Auto на последнее приложение Android, ну, отображение единицы и все остальное. Экран. У нас есть светлая тема, темная. Светлая мне не понравилась. Размеры шрифта, масштабы изображения на экране. То есть мы можем, допустим, изменить масштаб. Ой, это я что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас тут наделаю гадостей, конечно. Нет, ставим размер шрифта такой, поменьше. И масштаб ставим вот такой вот. Тогда будет вообще топово. Вот видите, вот так вот вообще классно. Да? Хорошо, отлично. Есть системные настройки, где у нас есть языки. Языки есть вот стандартные андроидовские. Смотрите, сколько предустановлено. Можем добавить. У меня есть тут, пожалуйста, украинский язык, который я хочу добавить. И для того, чтобы он работал, просто можно там перетянуть вверх его. И все. Все остальные можно поудалять к чертовой матери, если они вам не нужны. С языками все норм. Есть заводские настройки, аккаунты Google, о системе, как мы видим на названии устройства с версией Android. Здесь у нас по обслуживанию и разные эти вопрос-ответ. Очень классная тема. Очень классная тема. Дальше у нас есть, кроме этого, видите, здесь YouTube последний показывается, видите? У нас есть, кроме всех этих настроек, есть еще режимы SIM. У нас есть симки физические, а есть Cloud SIM. Данная штука, ну сейчас физическая используется, данная штука позволяет использовать облачные SIM. Устанавливаем вот такое вот автопилот приложение, открываем. И у нас с вами есть автопилот, в котором мы можем транслировать экраны, мы можем подвязывать облачные SIM и тому подобное. Это очень удобно, при том, что в облачной SIM, вы видите, у нас в настройках вы можете только физическое, предпочтение облачная SIM. Можем скачать само по себе приложение, да, то есть у нас действительно очень много разных очень крутых функций, и это прям невероятная вещь. Что могу сказать? Очень мне нравится эта штука, я готов, в принципе, делать уже выводы. Я ее располагаю либо у себя в кармашке, либо в подлокотнике. У меня там тоже есть USB-шка. В целом, это то, что вы устанавливаете, и можно забыть. Если вы используете просто Android Auto или, допустим, CarPlay, то, пожалуйста, там в описании под видео есть ссылки на такие Android Auto или CarPlay адаптеры. Если вы хотите немножко больше расширить, то это один из самых топовых. То есть у меня было много таких устройств, но то, что сделали они, сделали нормальную навигацию. У них нормальный GPS, у них интересные функции разделения экрана. Прям вот эта вот их операционная система, да, такой вот Drive OS, вот это вот, она просто идеальна с кастомизацией, с настройкой, с поддержкой симки, дополнительной HDMI. И это то, что я использую каждый день. Я не то, что рекомендую, я прям вот в восторге от вот этого. Смотрите, у него еще есть подсветка, да, все это дело еще подсветка, там еще, по-моему, управлять этой подсветкой можно. Ну, это уже не столь суть важно. Если хотите, можете использовать. Да,
да, если не хотите, можете не использовать. Здесь у меня сейчас CarPlay, можно Android Auto, через Android Auto его заводить. Все действительно работает. Рекомендации есть. Крутейшая штука. 2-3 лапами рекомендую вверх за. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.